Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке «Караван-салон Дюссельдорф». И сегодня у нас обзор на одну из сенсаций таких выставки. Вот такой интересный автодом от Бюрснер. У него есть подъемная крыша, но это не вэн. Это скорее такой альков получается. И здесь в рабочее время выставки постоянная очередь. Вообще невозможно попасть, поэтому нам пришлось проснуться пораньше и прийти до открытия выставки, договорившись с Бюрснер, чтобы показать вам этот автодом. У нас очень мало времени. Поехали! На самом деле сходу так сложно сказать, что это. Это просто полуинтеграл или это такой все-таки альковник, но тут нам помогают немножко размеры, габариты. Высота машины 3 метра без 1 сантиметра, поэтому, скорее всего, все-таки это больше просто полуинтеграл. Ширина 2,30, длина 6,90. Ну и, конечно, самое интересное здесь у нас внутри, поэтому идем внутрь. Про шасси много говорить не хочу, это новый Fiat, у нас есть такой в Москве и тоже Бюрснер, поэтому смотрите обзор на канале. Давайте поговорим здесь про интерьер, потому что именно здесь все необычное. Вот, собственно говоря, такой альков, которого нету в движении, ничто не мешает аэродинамике, машина практически обыкновенный полуинтеграл, но когда вы останавливаетесь, у нас надуваются вот эти стенки и создается просто какая-то огромная комната, в нее мы поднимаемся по вот таким ступенькам, мало того, ступеньки, конечно же, у нас могут задвигаться. И ничто не мешает, можно использовать это как такое место, чтобы присесть, пообщаться. И все это еще лестница вот в эту огромную комнату. И, конечно, когда туда поднимаешься, ощущение вот этого воздуха, простора просто какое-то нереальное. Это восхищает, конечно, своей задумкой. Не знаю, вопрос единственный к практичности. Не проколятся ли эти стенки, не случится ли ничего, но, как заявляет производитель, в целом надежная конструкция это, открывается там в горах, не в горах, плюс дополнительную шумоизоляцию создает, и в целом, то есть проблем у вас быть не должно. Плюс это наверху, и, соответственно, печка, то, что греет, оно все вверх поднимается, и вроде как должно быть по температуре плюс-минус то же самое, что и обычный альков. Не знаю, посмотрим. Время, жизнь покажет, но, по крайней мере, пока нам заявляют таким образом. В целом, Бюрснер мне очень нравится своими дизайн-решениями. Все такое светлое, светится даже вот эта ручка, вот эта столешница под камень. Ну, вы, собственно говоря, видите все сами. Эффект вот такой вау произвести эта машина и этот автодом могут. Столовая у нас организована таким образом, что разворачивается водительское и пассажирское место, и, соответственно, еще есть угловой диванчик. В целом машина в этой комплектации рассчитана на 2 человек, 2 спальных места у нас. Что еще здесь интересного есть? Интересно вот этот шкаф. Все как я люблю, когда вот эти вот узкие конструкции задвигаются, раздвигаются, и здесь у нас полочки. Здесь вот она верхняя даже сквозная, а остальные просто мы видим их с этой стороны. И здесь еще такой вот ларчик. И даже еще один ларчик поглубже. Давайте измерим все, как я люблю. Этот ларчик вот этот у нас глубиной аж 45 сантиметров, а этот, ну, 18. Грубо говоря, 2 вот таких места для хранения вещей. И весь этот фасад задвигается. С противоположной стороны при входе у нас есть еще вот такие интересные ящики, наверное, для тапочек, обуви. Обычно именно вот так они выглядят при входе. Классно. Зеркало, вообще все очень светло, просторно. Далее, кухня. Тут тоже есть интересное решение. Вот такая поворотная столешница. Открываем мойку, и чтобы пользоваться мойкой, у нас сразу же есть такой вот стол. Но когда он нам не нужен, мы закрываем, и они вот так друг на дружкой. В первый раз такое вижу. Дальше есть, тут маленькая просто дверка техническая, перекрываются краны подачи газа. И ниже вот такой еще один выдвижной ящик. Далее на кухне.
Вилки, ложки ящик, еще один просто ящик, дверки и, соответственно, еще один выдвижной ящик. Интересная, кстати, система ручек. Нужно нажать прямо на саму ручку, и замок-фиксатор, собственно говоря, разблокируется. Справа плита, 3 огня, электро-поджиг, все с этим нормально. С противоположной стороны холодильник. От неизвестного мне производителя нет ни одного шильдика. Судя по объему, 140 литров на вскидку должен быть, плюс-минус. Морозилка внутри. Холодильник, судя по, опять-таки, поскольку производитель для меня неизвестный, но судя по кнопкам, которые мы здесь видим, это у нас только от электричества, соответственно, компрессорный холодильник. Выше есть еще ящик, в него, наверное, можно поставить микроволновку. Также при входе есть кронштейн и закреплен небольшой телевизор. Давайте посмотрим, как он поворачивается. Да, он поворачивается в целом в любую сторону, но на самом деле надо ему поворачиваться только, по сути, сюда, куда он смотрит. Больше его смотреть-то и неоткуда. При входе выключателя вот такая пластиковая дверка. Ну, это вы все видите сами. Пульт стандартный от Bürstner. Вот в таком интересном дизайн-решении. Печка Трума. Включить, посмотреть особо не могу, но по идее газовая, судя по тому, что я увидел везде. В задней части у нас расположилась, соответственно, душевая, огромная комната во весь автодом. Справа раковина, туалет Тетфорд, ящички, лоточки, все вы видите сами. Тут есть еще дверь в багажник. Мы можем ее вот здесь увидеть, получить доступ. Ну и слева, соответственно, душевая кабина. По правому борту у нас здесь лючок, в котором расположена кассета биотуалета, но открыть я его не могу. Но я предполагаю, что там все достаточно стандартно. Далее багажник. И вот тут возникает момент с тем, что он на самом деле не такой уж и большой. Я бы даже сказал компактный, потому что у нас вот здесь санузел расположен, вот это вот все как-то так скомпоновано, что, как вы видите, велосипед сюда поставить можно, но, наверное, 2 и, может быть, даже 3, если как-то сложить руль, но это максимум. Габариты. Здесь у нас в целом даже есть наклейки, не понадобится моя рулетка. 64 сантиметра ширина и, соответственно, 112 высота. Но это вот по двери, соответственно, внутри чуть побольше. 80 на 125. Вот такой примерно размер багажника. Ну, а глубина во всю длину автодома 2,10. 2,10. Вот. Как-то так по объему багажника. Есть здесь фонарик, есть розетка 220 вольт. Есть какой-то короб, в котором как будто бы очень черново что-то закрыли, возможно, потому что это какая-то еще такая тоже недоделанная предсерийная версия, представлена на выставке. Ну и ручка для маркизы, а наверху у нас маркиза Thule Omnistor. Но вот с противоположной стороны у нас есть еще одна дверь, багажник сквозной, и здесь уже место для хранения вещей. Это прямо настоящий гараж в полный рост во всю высоту автодома. Ну вот прям во всю высоту автодома. Полноценное такое большое багажное отделение, но если нам оно в таком формате не нужно, мы можем его чуть-чуть уменьшить, опустив вот такую полку. И тогда у нас получится здесь полочка, ну а здесь вот такое место. И, наверное, какие-то велосипеды и что-то, что такое поместится в этом пространстве, можно вот так вертикально, собственно говоря, и поставить. Далее по левому борту подключение сети 220 вольт и газовый отсек. Здесь у нас стоят два баллона по 22 литра. И чуть далее у нас выпускное отверстие печи Трума. И рядом какой-то лючок. Что за ним, я не могу узнать и понять, потому что у нас здесь заперто все. И как бы вот можно единственное, что предположить, что за этим лючком как-то что-то, какой-то доступ к печке. Но на самом деле странно. Обычно такой лючок у нас именно на кассеты биотуалета. Здесь у нас внутри у нас здесь просто столовая группа, сиденье. То есть, по сути, должна быть печка здесь. Возвращаясь к теме того, что у нас здесь новое шасси Fiat Ducato, у нас здесь есть вот эти вот обновленные фары с полностью светодиодные. Вот просто хотел обратить тоже ваше внимание. Фары очень изящные. Мы сегодня с вами посмотрели полуинтеграл. Это новинка от Bürstner. Подъемная крыша, которая образует такой вот ольков. Шасси новый Fiat Ducato. Пишите в комментариях ваше мнение, как вам кажется, интересна ли такая концепция и вообще стали бы вы себе такой теоретически покупать или, может быть, даже практически хотели бы как-то заказать, и вам он очень понравился.
обсудим все это в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. У нас выходит еще много разных роликов из Дюссельдорфа. Мы продолжаем работать на выставке. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.